Токио вокруг памятника Хатико построили комнату. Инсталляция простояла всего один день, но привлекла тысячи туристов. Хатико – один из самых известных в мире псов. В Японии он символ любви и преданности. После внезапной смерти хозяина пес в течение 9 лет приходил ждать его ко входу на станцию метро. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Прогноз на окончание войны, версии Столтенберга и Буданова пока оптимизмом не блещут. Пока мы не видим реальной воли президента Путина к переговорам о приемлемом решении для Украины. Неожиданный демарш Армении. Пашинян не поедет на саммит ОДКБ в Минске. Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Скандальную Ирину Фарион требуют уволить студенты на протестах, пока сошлись на том, что проведут переговоры. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Неутешительные новости от главы НАТО. Йенс Столтенберг считает, война в Украине может затянуться, так как армия РФ плотно окопалась. Впрочем, добавил, что Путину нельзя дать выиграть и надо поддерживать Украину всегда и везде. Если мы хотим решения путем переговоров, то путь к этому – к военной поддержке Украины. Пока мы не видим реальной воли президента Путина к переговорам о приемлемом решении для Украины. Поэтому единственный способ достичь этого – убедить президента Путина в том, что он не победит на поле боя. И единственный способ добиться этого – усилить военный потенциал Украины. Свой прогноз на перспективы и сроки окончания боевых действий дал и глава украинской разведки Кирилл Буданов. В комментарии для украинского издания New Voice считает, война России против Украины может длиться еще долго и не быть окончена официально на бумаге. Есть надежда, что 2025 год станет переломным в отношении внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике. Но это не прогноз, а ожидание. По состоянию на сейчас, исходя из имеющихся факторов, вероятность этого есть. Но не забывайте, что эта война с каждым месяцем глобализируется и продолжает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и сильно менять любые предыдущие расчеты. Это вызов, с которыми уже столкнулись ведущие аналитики мира. Ситуация на ряде участков фронта в Украине сложная для украинских войск, однако контролируемая. Об этом главком ВСУ Валерий Залужный рассказал в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. По словам Залужного, самыми горячими направлениями являются Авдеевская, Купянская и Марьинская. Есть надежда, что 2025 год станет переломным в отношении внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике. Но это не прогноз, а ожидание. По состоянию на сейчас, исходя из имеющихся факторов, вероятность этого есть. Но не забывайте, что эта война с каждым месяцем глобализируется и продолжает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и сильно менять любые предыдущие расчеты. Это вызов, с которыми уже столкнулись ведущие аналитики мира. Новый демарш Армении. Страна впервые с 2009 года не будет принимать участие в саммите ОДКБ. О таком решении премьер Пашинян заявил в телефонном разговоре Лукашенко, сообщает пресс-служба правительства Армении. Охлаждение отношений между Арменией и Россией произошло после войны в Нагорном Карабахе. В результате непризнанная республика прекратила свое существование, а регион полностью перешел под контроль Азербайджана. Россия тогда никак не вмешалась в ситуацию. Теперь для Кремля стало неожиданностью решение Пашиняна пропустить встречу в Минске. Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов. А ОДКБ все равно сохраняет свою актуальность. И те встречи, которые организуются и проводятся в рамках ОДКБ, свидетельствуют об этом.
по крайней мере, востребованность этого формата взаимодействия в соответствующих областях со странами-участниками. Путин помиловал одного из фигурантов дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Сергей Хаджикурбанов должен был освободиться через 10 лет, но, видимо, заслужил прощение кровью. По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного. Дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Он работал в спецназе в 90-е годы. У него есть опыт. Вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как я считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской. Хаджикурбанова приговорили к 20 годам лишения свободы в 2014 году по обвинению в организации убийства Политковской. Его заказчик до сих пор официально не установлен. Журналистка, правозащитница и писательница отличалась жесткой критикой Путина и была убита в подъезде собственного дома в день его рождения в октябре 2006 года. И вот теперь один из причастных к ее убийству на воле. Это такой недвусмысленный сигнал, вообще недвусмысленный сигнал, что сейчас происходит с Россией, что сейчас происходит с теми людьми, что происходит в голове у тех людей, которые управляют нашей страной, и кого они считают себе близкими идеологически и просто по-житейски. Вот убийцы им ближе, поэтому убийцы оказываются на свободе и получают почести, получают награды. Те, кто борется за правду, те, кто занимаются профессией, те, кто помогают людям, такие как Политковская, такие как многие другие, Яшин, Навальный, Немцов, Карамурза, с такими поступают очень, очень, очень зверски. Вот, собственно говоря, история Хаджикурбанова тому такая вишенка на торте. Студенты университета Львовская политехника вышли на митинг с требованием уволить Ирину Фарион. Руководству университета пришлось пойти на переговоры. От выполнения немедленного требования учащихся отказались, правда, договорились встретиться через неделю на комиссии. Студенты предложили пригласить на совместную встречу и саму Фарион, чтобы она пришла и объяснила свою позицию. Рішення є непросте, тому є певні процедури, яким приймаються рішення. І рішення треба вивчити всі матеріали, вивчити всі обставини, заслухати і викладачів, і саму пані Фаріон, і студентів, вислухати. От ви прийшли до нас, щоб довести свою думку. Ми тому і слухаємо вашу думку. Так само є думка інших викладачів, інших студентів. Ми також маємо різні відгуки студентів, і до сих пір наші студенти Львівської політехніки не мали жодної негативного відгуку на викладачку Фаріон. Одиозный филолог Фарион попала в очередной скандал несколько дней назад. Студент из Симферополя написал ей письмо, в нем поддержал женщину, которая ранее раскритиковала русскоязычных солдат ВСУ и заявила, что все они должны общаться только на украинском языке. Фарион опубликовала скриншот письма, не скрыв имя студента. Его задержали российские силовики и заставили извиняться на камеру. Уволить Фарион требует ряд депутатов и должностных лиц, в частности, омбудсмен Дмитрий Лубінець обратився в СБУ. В першу чергу було порушено право на приватність. У нас згідно національного законодавства заборонено оприлюднення персональних даних без дозволу громадянина чи громадянки України. Якщо чесно, я не знаю, на що сподівалась пані Фаріон, коли вона оприлюднила листа громадянина України, який перебуває на тимчасово окупованій території України, де він прямо висловлює підтримку України. Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению АЭС ПАКШ-2. Подключение новых блоков в сеть намечено на начало 2030-х годов, заявил глава МИД Венгрии. Петер Сиярто сообщил, новые реакторы позволят сократить выбросы углекислого газа в Венгрии на миллионы тонн. Страна до сих пор закупает большую часть энергии в России. Власти заявили, что будут блокировать любые санкции ЕС, которые поставят под угрозу строительство АЭС ПАКШ.
Новым спикером парламента Польши избран Шимон Холовня, лидер партии «Польша-2050». Его кандидатура была выдвинута в парламенте новой коалицией. Также, согласно процедуре, премьер-министр Матеуш Моровецкий подал заявление об отставке. Однако президент Дуда вновь назначил его на должность и поручил сформировать правительство. Дуда все еще надеется получить поддержку в парламенте и переиграть оппозицию. Исландия готовится к крупнейшему в 21 веке извержению вулкана. В городе Гриндавик образовалась огромная трещина в земле, из которой валит пар. Повреждены газы и водопроводы. Жителей эвакуируют. За последние сутки там произошли около 2000 подземных толчков. Вулкан начнет извержение со дня на день. Существует высокая опасность, что город будет разрушен извержением. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!